Ребята, всем привет и добро пожаловать в новый влог. Я решила для вас снять именно влог, потому что у меня сейчас очень много свободного времени. Первое, с чего мы начнем, это пойдем с вами и я вам покажу, как я пользуюсь новой косметикой от iHerb. И если есть среди вас люди, которые не видели мое видео о iHerb, обязательно посмотрите, оно очень интересное. Но мы с вами отправляемся в ванную. Первое, что мы будем делать, это очищать нашу кожу. Я буду очищать этим скрабом. Как я уже говорила, состав гранат и роза. После этого мы аккуратно протираем личико наше. Сильно не трите лицо полотенцем, потому что это тоже не очень хорошо. Иногда я, кстати, использую вот такой вот спонж для умывания. Он намного лучше очищает кожу, но я им пользуюсь всего лишь раз в неделю. Далее я использую тоник, но без спонжа. Так вы намного экономнее пользуетесь продуктом. Это вам один лайфхак. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. После того, как тоник впитается, мы наносим наш дневной крем. Все те же манипуляции я делаю вечером, только с ночным кремом, и иногда еще пользуюсь маской. Ну, уже после того, как я все сделала, я еще наношу патчи Gold, которые я также заказывала на iHerb. И еще один, девочки, лайфхак. Патчи нужно хранить в холодильнике или в каком-то прохладном месте. Они дают более лучший эффект. И когда вы уже нанесли патчи, то лучше нигде не бегать, там ничего не делать. Просто полежать 10-15 минут. Мы сейчас находимся на территории дома и хочу вам показать наш задний двор. Здесь вот есть такие небольшие клумбы, весной цветочки здесь растут, небольшой ставок, и здесь плавают рыбки. Там беседка, велики, дальше есть такой небольшой огородик и даже есть куры. Здесь балкон, выход из залы. В этом доме живут поляки. Под окнами еще растет лаванда и небольшие клумбы с мятой, с календулой и с цветами. Кстати, мы в этом доме живем не одни, нас около 8 человек. Сейчас покажу вам вид из окна. У нас есть балкончик небольшой. Здесь вход в дом. И вот посмотрите, вот там вот вдалеке есть озеро. Мы вышли прогуляться и хочу вам показать территорию, на которой мы живем. Если честно, даже немного похоже на санаторий.
Недалеко от нашего дома есть вот такая вот футбольная площадка. Также территория для того, чтобы поиграть в волейбол. Чуть-чуть дальше там еще одна футбольная площадка. Если немножко спуститься вниз, будет выход к озеру. Здесь небольшие беседки с лавочками, также тренажеры. И чуть-чуть дальше там есть детская площадка. Выход к пляжу. Иногда летом мы сюда приходили и купались. Это такой небольшой маленький пляж. Мы ходили вообще на пирс, там дальше чуть-чуть вдоль. Но все же здесь очень красиво. Еще сегодня все так туманом укрыто. Так классно, когда много листьев. Здесь еще есть один выход к озеру, но там внизу стоит лодка. Эта лодка частная, она привязана, и здесь иногда бывают рыбаки, ловят рыбу, выплывают на середину озера и начинают рыбачить. Лес у нас недалеко, возле дома прям, и мы решили прогуляться, пособирать грибы, если они, конечно, будут. Мы в прошлый раз ходили, собирали маслята, немножко лисичек и видели белые грибы, но белые грибы попадались нам не очень хорошие. Еще немножко хотела рассказать то, что происходит в Польше. Как вы знаете, начинают вводить определенные ограничения. И у нас уже закрылись все галереи, у нас закрыли все рестораны, кафе. То есть вы не можете пойти где-нибудь посидеть, отдохнуть. И со следующей недели входят такие сплетни, что перестанут даже ходить поезда и электрички между воеводствами. Посмотрите, лоток с грибами уже у меня. Мы сейчас немножко походим и будем возвращаться домой. И сегодня будем еще готовить булочки синнабон. Я их буду делать с корицей. И, наверное, второй вариант будет с чесноком и зеленью. Я еще думаю, надо прийти домой посмотреть, сколько у меня продуктов есть. И поделюсь с вами рецептом. Я уже буду собираться в город. Нужно кое-что посмотреть. Еще зайду в Пепко и прикуплю кое-что с продуктов на наши булочки. Я зашла в Пепко. Посмотрите, какие красивые кружечки. Уже все активно готовятся к Новому году. Не только кружечки, есть подарочные наборы, пледы, подушки. Все такое уже яркое, новогоднее. Можно выбрать милые тапочки на подарок. На улице погода просто прекрасная, и уже не верится, что скоро Новый год. Как вы видели, например, в Пепко там продается очень много новогодних игрушек, и не только в Пепко. И я сейчас переоденусь, и мы с вами отправляемся на кухню. Для приготовления булочек нам понадобится мука, сахар, молоко, также корица, маскарпоне, дрожжи, 2 вида масла, чеснок и петрушка. Чего сколько нужно, я все оставлю в инфобоксе. Далее наше теплое молоко мы выливаем в емкость, добавляем дрожжи и 2 столовых ложки сахара. И все тщательно перемешиваем. Эту жидкость мы отставляем на 10 минут. Далее размягченное масло мы растираем с сахаром и хорошенечко перемешиваем. Добавляем сюда 2 яичка. И наше молоко. И снова тщательно перемешиваем. Если у вас есть миксер, вы можете воспользоваться им.
После этого мы постепенно добавляем муку. И замешиваем тесто. Тесто у вас должно получиться приблизительно густая сметана. Далее мы отставляем наше тесто для того, чтобы оно поднялось приблизительно на час, обязательно в теплое место. После этого мы займемся с вами начинкой. Растворяем наше масло в микроволновке, делим на две части. В одну часть добавляем сахар и корицу. Если вы любите более ароматные булочки, можете еще добавить ванилин. И хорошенечко перемешиваем. Во вторую начинку добавляем чеснок и нарезаем зелень. Я выбрала петрушку. Также не забудьте немножко подсолить. И тщательно перемешиваем. Наше тесто уже готово. Смотрите, как оно поднялось. Оно должно подняться в 2 раза. Мы его делим на 2 части, так как у нас сладкая и соленая начинка. И начинаем заниматься первыми булочками. Я уже все раскатала, и теперь мы будем подготавливать наши булочки. После этого скатываем все в рулетик, нарезаем небольшими кусочками и выкладываем все на противень. Противень обязательно застелите пергаментной бумагой. Перед тем, как отправить булочки в духовку, они еще должны постоять минут 10, чтобы немножечко поднялись. Все те же самые манипуляции мы проводим со второй частью теста. Пока наши булочки пекутся, мы приготовим вкусный шоколадный крем. Для этого я беру чокофини и приблизительно 2 столовые ложки маскарпоне. Хорошенечко перемешиваем, чтобы получилась однородная масса. И поливаем наши булочки шоколадом. И, кстати, если вы заметили, они немножко все-таки стали больше. Я надеюсь, что такие булочки получатся и у вас. Вы можете вместо шоколада использовать, например, глазурь или вообще ничего не использовать, оставить все так. Вторая порция булочек с чесноком и зеленью получилась просто прекрасно. Всем приятного аппетита! Спасибо, ребята, всем за просмотр. Готовьте булочки Cinnabon, пробуйте. Я уверена в том, что он вам понравится, этот рецепт. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. Не забывайте подписаться, поставить пальчик вверх. И с вами была ваша Аня. До скорой встречи. Всем пока!